1878 году американский снайпер Шон Лаферти, известный как Монтана Кид, был привязан к своей лошади. Молодая китаянка по имени Адель помогла ему спуститься. Когда Шон спросил, где он находится, Адель рассказала ему, что он приехал в маленький городок у подножия канадских скал. Тихое место, далекое от жестокости американского фронтира. В этом городе его пистолет ничего не значит. Здесь нет оружия. Выбрав. У Шона закончились патроны, и он направился в магазин за боеприпасами. Старик по имени Джимми встретил его чашкой чая, а вскоре владелец магазина Клод вручил Шону нужные ему патроны. Джимми запротестовал, поскольку Шон не заплатил, но Клод настоял на своем, что вызвало ссору между ними. Устав от ссоры, Шон продемонстрировал свое мастерство, выбив чашку из рук Джимми, а затем еще одним выстрелом пробив картину позади Клода. Выйдя из магазина, Шон обнаружил, что его лошадь пропала. У кузнеца он увидел свою лошадь у Джека Смита и сразу же обвинил его в краже, приставив пистолет к его голове. Джек сохранял спокойствие, объясняя, что всего лишь чинил сломанную подкову. Шон отказался слушать, но Джек просто поднял его и вышвырнул на улицу. Униженный, Шон вызвал Джека на дуэль, но Джек проигнорировал его. Женщина по имени Джейн Тейлор вмешалась и сказала Шону, что Джек лишь пытался помочь. Шон не успел возразить, как внезапно потерял сознание, пораженный выстрелом в спину. Придя в сознание, Шон узнал, что врач по имени Ангус Шифрон удалил осколки пули. Шон поблагодарил его, хотя его и раздражало, что при этом были испорчены брюки. Он вернулся в магазин Клода, чтобы получить замену, но Клод объяснил, что новые штаны придется заказывать. Когда Шон вышел на улицу, его остановили трое мужчин. Они были в восторге от предстоящей дуэли с Джеком, желая увидеть редкое зрелище с участием парня из Монтаны. Проблема заключалась в том, что у Джека не было оружия. Джейн предложила решение. Она предложила Джеку свой сломанный пистолет, но только если Шон согласится починить его, а также построить ветряную мельницу на ее ферме. Шон согласился, и ему пришлось остаться в усадьбе Джейн. На следующий день он начал ремонтировать пистолет Джейн и помогал ей приносить воду. За обедом он рассказал о своем прошлом и признался, что стал разыскиваемым человеком после того, как убил 11 человек на западе США. Позже Шон отправился в город и встретил Адель и ее дедушку. Они предложили ему новую одежду, и, следуя за ними, Шон заметил несколько китайских беженцев, расположившихся лагерем за городом. Адель объяснила, что это железнодорожники, которым ее семья предоставила кров и еду. Ее дедушка не только приготовил для Шона одежду, но и установил специальную ванну, чтобы Шон мог помыться. Шон задремал в ванне, но проснулся от шока, когда Адель случайно скользнула за занавеску. Когда он вскочил, его увидели две стоящие рядом китаянки. В тот вечер Шон и Джейн присутствовали на ужине в доме Ангуса. Некоторые горожане интересовались прошлым Шона и расспрашивали его о репутации снайпера. Шон рассказал, что убил 11 человек, но только потому, что они вынудили его вступить в дуэль. Он объяснил, что каждая смерть была актом самообороны, не более того. Остальные были поражены рассказом, а Шон сохранял спокойствие и говорил так, будто это обычное дело. На следующий день Джейн ремонтировала ветряную мельницу, но поскользнулась и чуть не упала. Шон бросился ее ловить, но они оба упали. По дороге в город Джейн рассказала о своем прошлом и призналась, что ее муж был жестоким и бросил ферму. Она призналась, что застрелила его из его же пистолета после долгих лет жестокого обращения. Тем же днем Шон присоединился к городскому собранию, где люди обсуждали Аристотеля. Джек вступил с ним в прямой спор, обвинив Шона в попытке убить его, вызвав на дуэль, хотя у Джека не было оружия. Джек заявил о своей ненависти к стрелкам, в то время как Шон утверждал, что пистолет — это всего лишь инструмент, предназначенный для самообороны. Горожане начали обсуждать этот вопрос, их голоса нарастали. Разочарованный Шон вышел на улицу и встретил капрала Кента. Шон спросил, почему люди так обеспокоены дуэлью. Кент объяснил, что в Канаде дуэли на пистолетах — неслыханное дело и считаются преступлением, в отличие от Соединенных Штатов. Зная о напряженных отношениях между Шоном и Джеком, Кент призвал Шона отказаться от этой идеи, предупредив, что дуэль будет расценена как покушение на убийство. В это же время группа американских охотников за головами перебралась в Канаду, привлеченная наградой за голову Шона. Их лидер, Бен Катлер, угрожал китайским беженцам, чтобы те раскрыли местонахождение Шона. Узнав, что одна женщина уже видела Шона, он приказал схватить ее. Это оказалась та самая женщина, которая была в доме Адель в тот день, когда Шон принимал ванну. Весть о преследовании Катлера вскоре дошла до Шона. Сначала он подумывал уехать из города, чтобы защитить остальных, но, увидев скорбное выражение лица Джейн, отказался от этой идеи и решил остаться рядом с ней.
Однажды вечером, когда они вместе сидели на крыше, Джейн призналась, что не убивала своего мужа. Она объяснила, что ее муж, часто пьяный и жестокий, внезапно исчез и больше не вернулся. Позже она получила сообщение, что он умер. Через некоторое время Шон и Джейн посетили танцы, устроенные Кентом и его отрядом. Они присоединились к горожанам, смеялись и наслаждались вечером. Настроение изменилось, когда группа солдат загнала Шона в угол и стала избивать его, хотя он не взял с собой пистолет. Кент быстро вмешался, остановил нападение и напомнил солдатам, что Шон не нарушил закон. Один из солдат возразил, заявив, что Шон — это Монтана Кид, печально известный беглец из США. Кент защищал его и настаивал на том, что он имеет право оставаться в Канаде. Вернувшись на танцы, Шон заметил, что горожане относятся к нему теплее. Не только Джейн, которая дала ему приют, но и другие стали относиться к нему с уважением. Джек подошел к нему, чтобы спросить, как продвигается работа над пистолетом. Шон колебался, не зная, действительно ли он хочет, чтобы дуэль состоялась. В тот вечер, когда Шон и Джейн вернулись домой, они поддались моменту и провели интимную ночь вместе. В последующие дни Шон все больше сближался с жителями города. В таком тихом и спокойном месте он не чувствовал необходимости носить с собой пистолет. Его вражда с Джеком тоже угасла, и Джек даже помог ему найти последнюю деталь, необходимую для ремонта пистолета. И все же Шон не мог игнорировать правду. Он знал, что его жизнь в качестве беглеца может принести опасность Джейн и городу, который принял его. С учетом этого он начал отдаляться от Джейн, отклоняя ее приглашение провести вечер вместе. На следующее утро Шон собрался уезжать. Джейн попыталась остановить его, напомнив, что он не починил ее ветряную мельницу. К ее удивлению, Шон признался, что уже починил ее без ее ведома. Джейн умоляла его остаться, но Шон объяснил, что не может избежать своего прошлого стрелка. Тогда он рассказал ей все, изложив свою историю и причины, по которым он взял в руки оружие. Слушая его, Джейн поняла, что Шон не был убийцей, движимым жадностью или жестокостью. Он был человеком, который боролся за справедливость и выступал в защиту угнетенных. Обнажив свое прошлое, Шон вернулся в город, готовый сразиться с Джеком на дуэли. Адель хотела посмотреть, но он велел ей идти домой, не желая, чтобы она видела насилие. Он бросил отремонтированный Джеком пистолет Джейн и велел ему использовать его. Горожане собрались на площади, когда началась дуэль. Напряжение возросло, когда Шон выстрелил первым, но его пуля намеренно промахнулась. Так он хотел показать, что устал быть беглецом и хочет покончить со всем этим. Шон предложил Джеку выстрелить в него, но Джек показал, что пистолет заклинило. Когда Шон проверил его, пистолет случайно разрядился, и срикошетившая пуля попала Джеку в ягодицу. Ангус быстро извлек осколки, и после этого Шон и Джек согласились поквитаться. Джейн почувствовала облегчение от того, что ни один из мужчин не убил другого, но этот момент длился недолго. Шон увидел, что Катлер и его охотники за головами входят в город, готовые схватить его. Оставшись в меньшинстве, Шон вступил в жестокую схватку, а Джейн убеждала его бежать. Тем временем Катлер и его люди угрожали горожанам, требуя выдать Шона. Они даже готовы были повесить деда Адель, если жители откажутся. Вместо того, чтобы сдаться, Джейн и остальные подняли оружие, решив защитить свой город. Как раз в тот момент, когда противостояние обострилось, Шон вышел вперед. Он велел горожанам опустить оружие, бросил свой пистолет на землю и сдался Катлеру при условии, что никто больше не пострадает. Катлер согласился, но тут начался хаос, когда один из жителей города случайно взорвал динамит, который он заложил на своем поле. Взрыв вызвал перестрелку между охотниками за головами и горожанами, и Шон оказался в центре событий. Будучи безоружным, он сражался с охотниками голыми руками. В ходе борьбы один из охотников за головами отбросил табуретку под дедушкой Адель, и тот захлебнулся в веревке. Шон выхватил пистолет и выстрелил в веревку, спасая его. Битва продолжалась. Шон сумел одолеть одного из охотников за головами, но был ранен в грудь. Вскоре после этого он вступил в прямое столкновение с Катлером. К тому времени люди Катлера пали, и Шон стоял с Джейн рядом. Шон сказал Катлеру, что больше не желает убивать, и даже извинился за то, что в прошлом ранил его, из-за чего тот стал объектом насмешек. Он бросил пистолет и попросил Джейн сделать то же самое, не желая, чтобы на ее плечи легло бремя убийства. Но Катлер отказался сдаться. Движимый местью и наградой в $4000, он приготовился прикончить Шона. В последний момент Джек вмешивается и простреливает Катлеру руку, спасая жизнь Шону. Повергнув своего лидера, охотники за головами попали в плен. Вскоре прибыл Кент со своими войсками, взял под стражу банду Катлера и выдворил их из Канады за нарушение закона. Когда угроза исчезла, Шон решил остаться в городе. Он сказал, что в долгу перед Джейн и людьми, которые ему помогли. Но на самом деле он остался, потому что наконец-то нашел место, где ему было место. Вместе с Джейн и общиной, которая приняла его, Шон оставил позади жестокую жизнь Дикого Запада и начал новую, основанную на доверии, доброте и мире. Мораль этой истории такова. Никогда не доверяйте решение своих проблем заклинившему пистолету, потому что вместо этого он может просто выстрелить кому-нибудь в задницу.